Всем hello, вы на канале Мой Флакон, меня зовут Слава. Сегодня вторая часть обзора бренда Pineword, которую создал Николас Нильсон. И она вообще необычная, так как он использует натуральные ингредиенты наперекос правилам парфюмерии мировой. Вы будете с этими ароматами выделяться, ну и как бы они интересны тем, они идеально, я считаю, подходят на зиму, чтобы их носить зимой, так как это полностью, можно сказать, состоят из хвойных нот все, и они прекрасны и круты в то же время. Начну я с доставания каждого аромата, как и в первой части, как из мешочка подарков. Здесь вот открытка, не открытка, а как наклейка с брендом этого дома Pineword. Pineword переводится как сосновый лес. Pine — это сосна, а word, можно сказать, это лес. Первый аромат называется у нас Ponderosa. Такой темно-коричневый янтарный цвет. Единственное, еще хотел бы сказать, очень аккуратно наносить на кожу, так как они красят кожу и могут испачкать вам и оставить пятно на вашей одежде. Вот покажу, как на блоттере он оставляет такой коричневый цвет. Ой, ну он волшебный, такой сладенький немного. Что-то я чувствую. Здесь очень такое хвойно-древесное, он такой влажненький. Называется он, еще раз я хочу сказать, Ponderosa. И, возможно, здесь должна быть роза, да? Но розу я здесь особо не чувствую. Посмотрю у себя в заметках, чтобы не затягивать видео. Ponderosa, что же я о нем написал. Это, оказывается, я загуглил этот аромат. Он переводится как желтая сосна. И этот вид сосны произрастает только на территории Северной Америки. Здесь есть мед, и вот эта сладость, которую я изначально почувствовал, это медовость. Он гурманский, и вот этот блоттер не хочется отрывать от носа, хочется им прям дышать и дышать. Он такой пахнет домиком для эльфов, которые живут где-то в сосновом лесу хвойном. И там вот эти эльфы что-то сладенькое там себе готовят, себе на покушать. Вообще интересный запах, такой приятный. Я ему поставил очень высокую оценку, на самом деле. Я ему ставлю 9 из 10. Он просто с этим ароматом можно уйти в астрал. Я не знаю, я его особо не разнашивал, и как он будет вообще в дальнейшем везде на коже, но на старте он просто прекрасен. Мне он очень нравится, я ему ставлю 9 заслуженную, он классный. Так, следующий аромат у нас будет каким же? Autumnal. По-моему, это переводится осенний аромат с английского. Такой прям темно-коричнево-зеленый. Жидкость такая. Вот про что я и говорю. Аккуратно с нанесением на кожу. Не запачкайте одежду. Вот, и он мне тоже очень нравится. Здесь он очень мятный. Это у меня представление, как вы пошли, к примеру, на пикник осенью уже, да, когда уже холодно. Вы взяли с собой чайник, листья мяты, и вы разожгли в осеннем лесу костер на пикнике, возможно, пообедали, и вот заварили вот этот чай с листьями мяты, и все вперемешку, вот этот дым от костра, запах вот этого хвойного леса, аромат вот этого горячего напитка с мятой, и он тоже шикарный. Что же я про него написал? Да, немного пахнет из-за мяты бальзамом для растирания звездочка, если кто знает.
Да, и вот пахнет сваренным чаем. И я ему ставлю тоже 9, высокий балл, мне он очень нравится. И такой прям очень зеленый, за счет мяты у меня прям зеленый такое зеленое облако вокруг меня. Шикарный вообще. Я на самом деле в шоке от их ароматов, из-за того, как они красиво и натурально звучат. Следующий аромат, но не все. В дальнейшем я не буду все так расхваливать. Многие звучат очень странно. Следующий Фанкхорн. Фанкхорн Чу. Тоже очень темная такая зеленая жидкость. Чем же он пахнет? Фанкхорн Чу. Он мне пахнет прям сырой землей. Вот когда вы, например, пошли в лес, уже в таком осеннем тоже лесу, когда часто идет дождь, и земля уже так прям перенасытилась влагой от дождя, и, возможно, вы идете, и также капает немножечко дождь, и вот пахнет сырой вот этой землей, сырой листвой, опавшей на земле, перемешку вот с этими хвойными ветками, которые уже подзасохли. Красивый аромат, он необычный. Там даже, по-моему, я смотрел, есть нота воды, и я вообще не знаю, как это было, как возможно было это передать, но пахнет вот блотер, как будто намочили мне дождем и принесли мне его из леса. Класс. Он пахнет для меня плесенью, грибами, такой очень необычный и реалистичный аромат. Это вы когда вот рано утром идете вот в лес, как я сказал, собираете там грибы, и вы вот идете уже с корзинкой этой грибов, и все вот это вокруг смешивается. Мокрый лес, мокрая земля, эти листья, грибы. Он красивый аромат. Он мне меньше нравится, чем предыдущий. Я ему ставлю 7, потому что он больше... Вот грибной запах, он, скорее всего, и запах плесени, он немножечко такой необычный для нас. И чтобы в духах его разнашивать, к этому надо привыкнуть. И вот для меня это вот очень необычно. Поэтому я ему ставлю 7. Ну, 7, я считаю, это тоже хороший балл для него, так как это, можно сказать, необычно и очень натурально звучаще. Передает вот эту атмосферу осеннего леса тоже также. Следующий аромат называется Boreal. Тоже такая очень темная зеленая жидкость. Я очень надеюсь, что это не красители. Я очень надеюсь, что это все натуральные цвета от натуральных ингредиентов. Возможно, я и прав. Вот. Boreal. Пахнет приятно. Он также очень хвойный. Очень хвойный. Сразу возьму телефон, чтобы про него рассказать. Пахнет кедровыми орешками, да. Он не сразу раскрывается. Вот в будущем, да, он начинает уже пахнуть немножко гурмански, но это все не сразу. Пахнет именно скорлупой вот этих орехов и хвойным деревом. И, как я здесь написал, это пахнет домиком, дуплом белочки, возможно, хвойном дереве, которое она прорубила себе. И тоже ему ставлю 8, так как это приятный и уютный аромат. Мне хочется вот от этих ароматов, которых я до этого, вот этих 4, хочется просто улыбаться, когда я их ощущаю. Они немного такие медитативные. Скорее всего, вот эта хвойность, она как-то влияет на нас. Это спокойствие, умиротворение. Прекрасно. Прекраснейший тоже ароматец. Следующий аромат из этой подборки у нас
Называется Cotswold. Тоже темно-коричневая такая жидкость. И тоже, они, кстати, с чем-то с предыдущим похожи. Cotswold. Что же я про него напишу? Они очень сильно концентрированы, очень едкие. Так как после где-то 5 ароматов нос начинает хуже разделять эти ароматы, я лучше буду говорить заметки, чтобы ничего не забыть. Да, он пахнет шоколадно. Он такой более сладенький. И сочный, горький. Вот именно вот этот смола, шоколад. Я не скажу, что это гурманский, нет. Мне не хочется это скушать, и это не аппетитно звучит. Так как здесь такой шоколад, наверное, очень-очень темный и такой вообще не сладкий. Пахнет также грибами и сушеной рыбой. Если вы когда-нибудь ели сушеную рыбу и вперемешку вот эта рыба, которая висит, к примеру, у вас на балконе где-нибудь и сушится, и вот этим чем-то пахнет примерно. Я вообще на себе не представляю этот аромат, потому что мне не хочется пахнуть сушеной рыбой и грибами. Но это в то же время, здесь есть хвойные ноты, что я говорил, хвойная смола, и шоколад, он немного его как бы приукрашивает, как-то сглаживает вот эту копченость рыбы и грибов. Я поставлю ему 5 или 4. Я не знаю, как это носить, куда это носить, я не знаю. Но это не мерзко. Еще раз скажу, это не мерзко. Вот, следующий аромат. Называется у нас Treacle. Вот. Здесь, конечно, уже пошли ноты, которые мне, по-моему, не нравятся. Тоже я про него написал. Treacle. Да, я ему поставил меньше всего баллов. Это вообще 2 из 10. Пахнет вот солодкой, когда вы ее заваривали, вот эту сушеную солодку. Она, когда заваривается, она издает такой древесно-сладкий очень аромат. И эта сладость, она тоже не аппетитная и не гурманская, ни капельки. И в дальнейшем здесь начинает пахнуть чаем лапсанг сушонг. Вот этим копченым, немножечко очень сильно пахнущим чаем, который вообще до большого любителя я еще ни одного человека не встречал, которому нравится пить чай этот. И здесь еще я чувствую в будущем, я уже чувствую, пахнет табаком. Табак здесь прям очень такой, как вот прокуренная одежда. Когда вы, например, долго находились рядом с прокуренным, который курит, например, в курилке, или вот рядом стояли, где очень много людей курило, и ваша одежда пропитывается вот этим табачным ароматом. И вот это все вперемешку: табачная одежда, накуренная, лапсанг сушонг. Короче, вообще 2, 1. Мне этот аромат вообще не понравился. И никому не рекомендую его. Вот. Следующий аромат называется у нас Брокеланд. Такой немного тоже темная зеленая жидкость. Но она, кстати, и красивая. Вот это из других, которые там темно-зеленые, прям вообще болото. Это как-то посветлее. Больше похоже на такой еловый концентрат. И этот аромат мне больше всего вообще нравится у этого бренда. Еще раз повторюсь, называется он Брокеланд. Я своим
знакомым друзьям давал понюхать этот аромат, и он всем понравился, без исключения. Он нам вообще понятный, то есть здесь пахнет сосной, елкой, хвоей, и эта хвоя, она такая прям вот... Вы только-только принесли елку домой, или, к примеру, вы шли по лесу, взяли вот эти иголочки, которые на елке растут, растерли у себя между пальцами вот так, да? И вот этот запах вы потом понюхаете свои руки, пахнет вот этим смолистым хвойным ароматом. И он красивый, и когда его на кожу наносишь, он на коже прекрасно раскрывается. Что же я там написал, чтобы не забыть? Да, он пахнет вот этими хвойными иголками, он крутой, он носибельный, я полностью вижу его, что я могу его нанести на работу, к примеру, и на вечеринку, на улицу, пойти куда-то по делам, да и дома ходить он прекрасно подойдет. Красивый аромат, считаю просто идеальный у этого бренда, к нему вообще не придраться, это 10 из 10. 10 из 10. Вот. Если вы искали какой-то хвойный, красивый, деликатный аромат, и вот это я рекомендую, можете даже, возможно, купить вслепую, он не отпугнет, он понятный. Следующий аромат этого дома называется All-Free. Такая оранжевая жидкость у него, приятная, приятный цвет такой. Вот. Кстати, меньше всего оставляет след на блотере. И он цветочный. Я помню, когда я его первый раз тестил, он красивый, здесь белые цветы, лилия, лотос, по-моему, и тубероза здесь есть. Вот да, вот он пахнет вот этими водными акватическими цветами, лилией, лотосом. И он красивый. Я на самом деле очень редко люблю ароматы с лилиями, да, там, с лотосом. Ну, на удивление, он приятный. Я не знаю. Это редко-редко, чтобы мне понравился такой аромат с этими нотами. Он немного пахнет винтажно, дорого и натурально. Для девушек, для женщин, я считаю, это самый красивый аромат для девушки, я бы порекомендовал у этого бренда. Сколько же я ему поставил? По-моему, 8. Да. Он сладкий, да, 8. И он пахнет вот винтажно, и в то же время он пахнет современно. То есть, если человек не разбирается, он не может сказать, там, что это винтаж или современный аромат. Это какая-то такая золотая середина. Я бы поставил ему, возможно, 9 или 10, если бы я его сам бы носил. Но как на девушек и на женщинах я был бы с удовольствием бы вдыхал бы этот аромат. Следующий аромат называется у нас Grist Mill. Тоже такая цвет жидкости солнечная. Сегодня солнца нету, такая серая погода. И эти ароматы как раз создают такой уют в квартире, тепла, хвои, хвойного леса. Grist Mill. Он мне, конечно, меньше нравится. Что же я про него написал? Так. Grist Mill. Да. Переводится как мельница с английского. Да, он цитрусовый такой спил. На старте пахнет этими цитрусами, ягодами. И в какой-то плане он немного какой-то алкогольный, винный. Здесь чувствуется прям клюква или брусника в нотах. Чернослив, дым костра. И в то же время он холодный почему-то. Алкогольные ароматы, они же наоборот такие больше согревающие, но этот почему-то холодный. Да, такое ощущение холода. Он на любителя. И со временем я помню, что он становится тише и деликатнее.
Ну, не знаю. Надо разнашивать. Ну, интересно. Я ему поставил 7. Посмотрим. В дальнейшем, может быть, я к нему еще вернусь и буду понимать, что же это. Следующий аромат называется Oxylus. Oxylus, такое название, как какое-то волшебство из Гарри Поттера. Темно-зеленая такая жидкость. Да, и это вообще аромат, это аромат сырой картошки. Я первый раз встречаю, что он передает запах сырой картошки, именно такого сока, который, когда вы выжимаете сок из картошки, сырой именно, вот он прям пахнет вот этим соком. Просто аромат картошки, я не знаю. Хвои здесь особо не чувствуется, ну, вдали, конечно же, она есть. Это удивление и какой-то шок от этого аромата. Если вы любите какую-то гурманику, очень необычную, и ищете для себя очень необычные ароматы, то это вот вам для рекомендации ознакомиться с этим брендом. И здесь вы найдете аромат картошки сырой Oxylus. Название это такое оригинальное, да, и аромат очень оригинальный. Я ему поставил из-за того, что он пахнет очень необычно. Oxylus, сколько же он у меня набрал? 7. Он на самом деле не такой, не отталкивающий тоже. И на удивление у этого бренда не сильно отталкивающие ароматы, да, вот. Обычно 50 на 50 у брендов. Какие-то очень нравятся, какие-то вообще не нравятся, или какие-то там средние относятся. И последний аромат у этого бренда, который я изучил, Eldritch. Боже, такое сложное название. Тоже такого темно-коричневого цвета. Чем же мне он пахнет? Это аромат кожи. И кожа здесь такая деликатная в какой-то степени, но и с таким душком седла лошади. И мне он нравится. Он, кстати, тоже классный аромат. Очень необычный. Так, что же я про него написал? Да, он сильно пахнет кожей. И не пахнет это кожей охотника. У него там, возможно, кожаные сапоги. Скорее всего, там у него кожаная куртка висит. И он такой прям брутальный, очень такой мужской аромат. На женщинах я вообще его не вижу. Интересный. Ставлю ему 7. Он не отталкивающий. Я хотел бы даже нанести его на себе на руку. Посмотрю, как он будет на руке. Чтобы оценить на коже. Я потому что не могу все ароматы, все 22 аромата сразу оценить. От кожи на коже, прям очень кожаный. Немного вот пахнет вот этим гуталином даже. Этими средствами, которые надо обмазывать, натирать кожаные ботинки, туфли, чтобы они выглядели хорошо, блестели. Ой. Ну, вообще с кожи, конечно, вообще очень сильно пахнет кожей. Такой именно звериный прям. И есть какая-то мятность хвои вот этой. Так, ну, давайте я подведу итог этому бренду. Все-таки 3 топовых аромата у этого бренда у меня есть. Это, конечно же, Брокелан, который пахнет очень красиво, иголками зелеными, хвойными веточками, самой елкой в доме. 10 из 10 ставлю вообще в топе этого бренда, он number one. Второй у меня это Nocturnis. Я в первой части этого обзора этого бренда поставил ему 10 тоже. Это вот Sauvage Dior, только более натурально, более прям мужицкий даже еще больше, более брутальней, и со временем он немного такой становится одеколонистым.
Но это не в плохом смысле одеколонистый, а в плане того, что он больше такой, как шипр, что ли. Шипром больше пахнет. И третий мой любимый аромат из этого, скорее всего, это тот, который мне желтая сосна. Пондероса. Пахнет волшебным домом лесных эльфов. Это же прекрасно. Он такой гурманский, сладкий, медовый, хвойный. Вот 3 аромата я рекомендую у этого бренда. Напишите, пожалуйста, в комментариях, знакомы ли вы с ароматами Pinewort и вообще какие ваши любимые хвойные ароматы, какие вы могли бы порекомендовать для следующего обзора, так как у нас зима еще впереди, и я бы с удовольствием познакомился с другими хвойными ароматами. Я всем желаю новых путешествий в мир ароматов, мир духов. Вам и хорошего я желаю настроения, уюта в душе, спокойствия, тепла. С вами был Слава. Всем goodbye.